Ну, а прямо сейчас у нас на связи Вадиама. Вадиама — человек-романтик. Вадиама — человек-композитор и певец. Вадиама — человек-покоритель женских сердец. Ох, как ты стихами заговорила. Да? Получилось, да? Да, Клево. да. Алло, доброе утро! Доброе утро, друзья. Всем нихао и всех заодно с китайским Новым годом поздравляю. Спасибо Ты огромное поэтому вас. не снимаешь, да, сзади всю вот эту вот Атрибутику, атрибутику Нового года. Да, еще впереди иранский, тайский Новый год, так что долго еще. Елочка стоит еще? Все на месте есть, да. Серьезно? А чего такого? Я тоже елку не убирал. Стоит, все хорошо. Зато настроение новогоднее. Но при этом ты был в Китае, а попал на новогодние праздники, нет? Когда это было, расскажи. 5 или 6 раз за 10 лет, наверное, или за 9 лет, вот. В новогодние праздники не был сразу после, вот. Ну, вообще, как рассказывают, новогодние праздники — это нечто, и лучше там не находиться, потому что ничего не работает, все закрыто, вот. Если заранее ты не закупился едой, то уже все как бы приходится ходить голодным, так что... Наверное, хорошо, что не попал. Да там и дорого, да? Давай уж будем откровенны. Дороговато попасть в Китай в период этих новогодних их праздников. В плане билета, я имею в виду. Думаю, да. А что тебя поразило в Китае? Ну, Поразило, а что у тебя? я просто напомню, совсем недавно в этой студии у нас была китаянка, которая рассказывала про новогодние праздники в Китае. И когда она приехала в Россию, встречая Новый год, она говорит: я удивилась, что елки у вас зеленые, и их наряжают в основном в Китае все красное. Но это И елки красные. Елок вообще нет. У них там тоже есть эта вот загадка: зимой и летом одним цветом. Красная елка. Еще она сказала, что сыр в Омске ей, ну, в частности, в России, очень понравился, в отличие от китайского. А ты на что обратил внимание, когда приехал в Китай? Ну, вот это, кстати, один из самых таких интересных моментов, я думаю, для европейцев, для представителей западного общества, что, в принципе, молочные продукты, ну, либо вообще не представлены, либо в крупных городах, в супермаркетах европейских за очень большую цену сыр, молоко, потому что сами китайцы особо это не употребляют, если употребляют тофу или соевое. Вот, и без этого, конечно, было очень грустно и скучно, так скажем, в Китае. А в целом поражает, конечно же, масштаб, небоскребы, количество людей, технологический прогресс. Вот это все очень наглядно. Первый раз, когда я был в Китае 10 лет назад, первый раз увидел небоскребы, это было, конечно, такой когнитивный диссонанс вообще. Ничего себе, какие словосочетания ты используешь. Давай к нам сюда, когнитивный диссонанс. Слушай, Перевести на китайский ты можешь? Нет, сложно. А ты, кстати, знаешь китайский, да? Ты же у нас полиглот. Тоже это... Да, китайский, я в основном по европейским языкам, по романским. Китайский — это вообще отдельная планета абсолютно. Поэтому вот до сих пор, кроме, собственно, нихао, сессия, спасибо, да, там, wo ai ni, я люблю тебя, да, в общем, главные фразы для музыкантов. Я думал, ты песню эту поешь. All I need. Да, и поскольку я вегетарианец, если сейчас не путаю, по-моему, була, это значит без мяса. Вот эти 4 фразы мне как бы заменяли все общение. Было достаточно. Да, этого достаточно. Это то же самое, как я в Таиланд, когда приезжал, мне говорили: главное, запомните фразу no spicy, потому что там все очень, очень сильно такое крепленое, ну, в плане того, что там... Перченое. Перченое, да. Ну, я не знаю, может, и крепленое, бог знает этих тайцев. И говорит: вы всегда говорите no spicy, вам достаточно будет этого. Так же и он. Пока есть в планах написать песню на китайском языке? И спеть, Вот, потому как ты поешь и на английском, на итальянском. Да, китайский — это абсолютно вот отдельная планета, и он мне так и не дался за все там моих 5 визитов, в сумме полгода я там, можно сказать, прожил. Вот. Но сейчас вот я недавно написал песню, уже исполняю на концертах, в которой первая строчка припева и, собственно, ее название на китайском «Wo xianzai айни». Вот, на больше меня не хватило пока. Слушай, ну это ничего страшного. Я знаю, что в Китае очень любят, наоборот, европейского
не зрителя, я хотел сказать, европейского исполнителя, да, я знаю, что у нас в России есть такой певец Витас, который мега популярен просто в Китае, мы о нем уже немножечко позабыли, а в Китае он просто является иконой стиля и так далее, поэтому ты можешь приехать даже на нашем родном русском спеть, а они скажут, вот это вообще, что творит парень, вообще мечта просто. Ну, этого набора слов тебе хватило для того, чтобы пообщаться с китаянкой Лией и вместе с ней в Китае снять клип для своей песни, да? Да, это очень интересная история, потому что во всех своих поездках я я никогда не останавливался в отелях, я пользовался сайтом Couchsurfing, может быть, вы слышали о нем. Это сайт, где можно найти себе ночлег практически в любом городе мира. И вот, собственно, так мы с ней познакомились, она меня согласилась приютить на пару дней, и когда я с ней познакомился, оказалось, что она также увлекается съемкой видео и монтажом, и показала мне свои работы. Вот. И мы решили, что стоит сделать клип вместе в этом потрясающем городе Гуанчжоу, в котором, в общем, тропическая растительность, пальмы соседствуют с небоскребами, с хай-теком, очень красивый город. И вот такой вот клип солнечный, позитивный получился. Ну, я думаю, настало время нам раскрыть карты. Не то, зачем я к Бородину ходил по вкладышам, а что за клип ты снял с принцессой Леей из «Звездных войн», если кто не понял, о чем я говорю. Просто созвучно. Вообще ее зовут Лия. А, Лия? Лия, да. А там Лея была, да? А там была Лея. Ну все, ладно, тогда принимается. Вадиано и Лия. Красиво звучит. Давайте посмотрим этот клип и раскроем карты. Climb new tops. I seem they cannot hide the time they love. The sun is shining through my window and I can see it's through with winter. The lights are making me so happy, 'cause I know, baby, that your heart will be mine, that your heart will be mine. I wanna be with you, I wanna dream with you, and when the sun goes down, I wanna fly with you. I wanna be with you, I wanna feel with you, I wanna live with you. I hope you want that too. We kiss and everything around us disappears. Yeah. We are the only ones for who the world exists. The sun is shining through my window and I can see it's through with winter. The lights are making me so happy, 'cause I know, baby, that your heart will be mine, that your heart will be mine. I wanna be with you, I wanna dream with you, and when the sun goes down, I wanna fly with you. I wanna be with you, I wanna feel with you, I wanna live with you. I hope you want that too. Слушай, очень клево. Очень клево, да. Друзья, и своим близким, дорогим, любимым скажите I wanna be with you. И переводи. Давай-ка меня не топи. Так, ну-ка, что там? I wanna... Be with you. Хорошее. У тебя очень хорошее произношение В английского. общем, признавайте друг другу в любви и говорите друг другу добрые слова. А я пока загуглю перевод. Нет, я спрошу у Вадиама лучше. Как переводится? Это песня о любви, название переводится «Я хочу быть с тобой». Я хочу быть с тобой переводится. Ты что, не знала, Молодец. что ли? Я же сразу раскусил.
Хорошо, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот мы сейчас затронули романтическую тему, что самое главное для настоящего мужчины, для настоящего рыцаря? Ну, в отношениях с женщиной. Кстати, английский подумал я. В отношениях с женщиной, ну, наверное, это общечеловеческие какие-то ценности, внимание к друг другу, забота, понимание, нежность, конечно же. Вот. Какой он романтик, это вообще, это... Да. Романтик, который устроил совсем недавно очень красивую фотосессию в образе рыцаря. О. И мы сейчас можем ее наблюдать. А ну-ка. Да, Вадим, а ты нам прокомментируй, пожалуйста, где ты взял такие латы? Где ты все это обмундирование достал? И скажи честно, что, реально снимается 8-й сезон «Игры престолов», и ты на него решил податься? Что происходит? Я, наверное, если честно, единственный человек, который ни одной серии не смотрел, но, как всегда, естественно, все об этом говорят, поэтому я наслышан. Нет, это на самом деле была идея моего друга, фотографа и оператора Дмитрия, с которым мы уже там, по-моему, 4-й или 5-й клип вместе снимаем, и это была такая у нас проба фото и видео. У него там свои разные источники для вот таких доспехов, где их можно раздобыть. И, в общем, получилось очень здорово, поэтому мы теперь планируем полноценный клип на одну из моих песен вот в этом образе снять. Слушай, я думала, очень ты сейчас скажешь, мы планируем еще теперь во всей одежде и на коня залезть. Ну, может быть, да. Не, очень классно. Я серьезно, я первый раз смотрю эти фотографии, ты прям Джон Сноу. Кстати говоря, эти фотографии, если что, можно и в музей отправить, если у тебя будет желание. Поэтому ты задумайся об этом. Мы с тобой прощаемся. Спасибо большое. Ты в ближайшее время, я так понимаю, в Китай ты не собираешься? Ну, пока такая Да. нет, но с удовольствием бы вернулся, вот, собственно, и вышеназванный город Гуанчжоу, и в Гонконг, и в Пекин, и в другие Ну, а города. пока ближайшие клипы давай в Крыму снимать. А что делать? Тут уж такие дела. Спасибо большое. Подключайся Пока к буду смотреть Олимпиаде. Олимпиаду. Да, и к поддержке Болеем за наших. наших спортсменов, да. Пока-пока, хорошего дня. Хорошего дня.